Ребятки, всем привет! Несмотря на то, что сегодня в мастерской у меня немного прохладно, видео будет теплое. Поговорим об индукционном нагревателе. Не так давно я вам показывал маленького Микрошу, Микроша 2000. Я его брал у своего друга Игоря, и с помощью него я припаивал пластину серебром. Мне очень понравилось, как он работает и вообще принцип индукционного нагрева. И в общем я решил обзавестись своим индукционным нагревателем, но немного помощнее. Вы все сами увидите. Поехали! Сегодня у меня в руках маленький зеленый квадратный малыш. Индукционный нагреватель Микроша 3000. Мал да удал. Это средний брат в семействе. Есть еще более взрослая модель, более мощная. И есть совсем маленькая. Кстати, ребят, самое главное, что у этой модели есть плавильня. И мы сегодня ее протестируем. Вот индукторы, которые есть у меня в наличии. Вот так выглядит вблизи. Кстати, обратите внимание, так как индукционный нагреватель уже гораздо мощнее, индукторы выполнены из медной трубки. Их нужно охлаждать. Можно использовать воду. То есть в комплекте идет специальный насос. Вот такая маленькая помпа. Напряжение 24 вольта, 22 ватта. Работает от блока питания. И также в комплекте есть силиконовый шланг. Короче, обязательно, чтобы не допустить перегрева индукторов, нужно будет сделать какую-то емкость с водой и подключить, чтобы они постоянно охлаждались. Ну а вот самое интересное, по крайней мере для меня, мне очень хочется проверить плавильню в первую очередь. Сама плавильня состоит из графитового тигеля, индуктора, такого же трубчатого, и специальный теплоизоляционный материал вокруг, чтобы вся мощность, все тепло уходило именно на плавление. И еще в комплекте было немного теплоизоляционного материала. Часть нужно под низ подложить, ну а часть наверх использовать в виде крышки. Кстати, я совсем забыл сказать, что ребята, которые производят эти индукционные нагреватели, они мои земляки, их компания располагается в Азове. Так что это вдвойне круто. И просто грех не рассказать о них. Все, индуктор на своем месте. Теперь подключаем шланги, ищем какую-то емкость и можно будет плавить. Итак, я все уже подсоединил, подключил. Вместе со шлангами шли такие недорогие хомуты. Можно, кстати, их заменить на более качественные. По шлангам уже идет вода. Нашел в мастерской только такую емкость. И вон там вот стоит помпа. Вот такая красота есть у меня в наличии. Я никогда не выбрасываю латунную стружку и медную. Все это собираю. Но вот как раз таки пришел черед. Попробуем ее расплавить. На Микроше предусмотрена регулировка мощности. Добавляем. Сейчас где-то 50% поставил. Не, поставлю больше. А тут водичка льется и охлаждает сам индуктор. Уже видно, как раскалился тигель. Сейчас попробую приглушить освещение еще. Хочу заметить, пошли очень обильно испарения, выделения. О, вы посмотрите, какая красота. Сейчас приглушу еще освещение. Выгорает масло со стружки. Наверное, выгорает изоляция. Руками, в принципе, вот так вот держать вообще даже не чувствуешь. Что там происходит? Что там происходит, а? Попробую снизить мощность. Набросаю латунные детальки, которые не получились при токарке. Потому как стружка почему-то начинает гореть. Видно, очень мелкая стружка. Ну, попробуем, по крайней мере, вот такую расплавить. Ай, красиво, корасон.
процесс идет. Видно, масло было. Микроша абсолютно спокойно справляется на 50% мощности. На все про все у меня пока ушло 10 минут. Ну, еще немножко, я думаю, и можно будет выливать. Я уже подготовил здесь емкость. Это просто кусок латунной трубы и стальное такое основание. Ну вот, ребят, посмотрите, вот такая отливочка получилась. Еле ее достал. Надо было, конечно, наливать во что-то другое. Не знаю, насколько качественно получилось. Кстати, подскажите в комментариях, что нужно добавлять при плавке металлов. У меня есть бура, надо было, наверное, насыпать буру. Ну, почему-то я это не сделал, забыл. В общем, хотелось быстренько вам показать. Качество отливки мы обязательно потом проверим на токарном. Ну а сейчас я хочу расплавить с помощью микроши медь. Все-таки у меди гораздо более высокая температура плавления. Интересно, справится ли он с медью. Загрузку произвел. Включаем нагрев. Запускаем микрошу и... Все, нагрев пошел, друзья. И не забываем о водичке. Обязательно нужно охлаждение включить. Тигель уже красный, раскалился. Ну, процесс идет красиво. Добавлю немного буры. Не знаю, сколько нужно добавлять. Что он делает? Что он делает? Что делает? О, вот так хорошо вам видно. Видите? Кипит медь. Еще добавляем медяшки. Ну, плавит, ребята, очень быстро. Прошло всего лишь минут 10, уже половина тигеля заполнилась медью. Кстати, ребята, обратите внимание, какая коптильня была вчера. И сегодня вообще практически нету никаких испарений. Все выгорело. И даже практически нет запаха. То есть плавить в помещении можно абсолютно свободно. Вчера я наливал очень медленно, сегодня буду наливать быстро. Вот так все это дело выглядит. Итак. Поехали. Есть! Красота какая, вы посмотрите. Вот это да. Не, я очень доволен, ребята, очень доволен. Немножко опыта, и вы видите, уже гораздо лучше получается. Ну, будем производить опыты дальше. Выключаю нагрев, а микроша должна работать дальше, чтобы остыть. И ни в коем случае не выключаем охлаждение индуктора.
Может, свет приглушить? Зачем? А что, плохо? Не, хорошо. А водичка тем самым поднагрелась, посмотрите. Так что можно даже емкость побольше какую-то найти. Меня немножко достал пикающий этот звук. Я понимаю, что это для безопасности, чтобы не забыть выключить нагрев. Но я, пожалуй, отключу. Тем более, что смотреть видео с таким звуком, ну, просто невозможно. Нужно было позаботиться о вашем слухе немножко раньше, но я немножко увлекся процессом. Вот такая медная болванка получилась. Не смог ее достать из железной формы, она просто припаялась, но мы ее обточим на токарном. И последний металл, который мы сегодня попробуем расплавить, это алюминий. Продолжаем греться. Тигель я уже разогрел, ну и начинаю загружать туда стружку. Выгорает масло. Кстати, хочу заострить ваше внимание. Посмотрите, как грамотно сделано. При охлаждении индукционного нагревателя поток воздуха идет в эту сторону. Тем самым, если возникает огонь, он просто сдувает его в сторону от индуктора. А огонь периодически возникать будет неминуемо. Я смотрел как-то обзор, где один блогер рассматривал китайский недорогой индукционный нагреватель. И там как раз таки возник огонь. И там вентиляторы располагались наверху нагревателя, и тем самым они начали засасывать огонь просто в сам индукционный нагреватель. Добавил немного буры. Итак, друзья, давайте наконец-таки посмотрим, что же у нас получилось. Я очень доволен этим индукционным нагревателем. Вот такая получилась латунная отливка. Довольно-таки очень качественная. Сточил все каверны. Дальше вот такая получается медная отливка. Хочу заметить, что по сравнению с той медью, которую я покупал в кругляке, это получается не каленая и обрабатывается гораздо хуже, она гораздо мягче. Если кто знает, подскажите, пожалуйста, в комментариях, как правильно отливать медь, чтобы она лучше обрабатывалась. И алюминий. И опять же, как мне кажется, после отливки получается уже чистый алюминий, а не дюралюминий. Но для каких-то небольших поделок в мастерской, в принципе, сгодится. Также обращаю ваше внимание, что тигель постепенно изнашивается. Может быть, я что-то неправильно делаю. Может быть, за ним нужен какой-то специальный уход. Я видел, продаются спреи защитные для графитовых тигелей. Ребята, кто опытный, пожалуйста, также подскажите в комментариях, как правильно ухаживать за тигелем, чтобы он дольше прослужил. И можно ли использовать другие тигели для плавки цветных металлов. Ну а так, Микроша молодец. Просто огонь. Хвалю, будем дружить. Ну а сегодня у меня все, друзья. Кому интересно поближе познакомиться с индукционным нагревателем с Microshy 3000, ссылку на производителя я обязательно оставлю в описании. Надеюсь, сегодняшнее видео хотя бы немножко согрело вас. Если да, поддержите лайком, пусть и другие погреются. Всем пока, скоро увидимся.